Привет, друзья! Настало время немного отвлечься от создания мини-проектов на JavaScript. И сегодня у нас первая часть верстки сайта мебельного магазина, а именно главная страница. Данный урок будет очень полезен для новичков. Мы разберем создание бургера, также разберем создание нестандартных блоков изображений. И будет очень-очень много полезной информации, поэтому всем рекомендую посмотреть этот видеоролик до конца. Итак, мы начинаем. Так, для начала добавим папку с нашим проектом. Можем назвать магазин мебели. В ней создадим папки для JavaScript, JS, для стилей CSS и для изображений AMG. Теперь мы можем открыть Visual Studio Code и найти нашу папку «Магазин мебели». Так будет удобнее, проще создавать дополнительные файлы. CSS создадим Style CSS и сразу добавим Reset CSS. Тут у нас будут храниться обнуляющие стили. В папку JS добавим script.js. И в корень нашей папки, соответственно, главную страницу index.html. В ней мы создадим базовую структуру с помощью нажатия клавиш Shift и 1. Далее Tab. Видим, структура готова. Можем сразу поменять title, название нашей страницы. А главное, либо, так как сайт у нас на английском, добавим Home. Язык N английский, все верно. И теперь подключим наши стили перед закрывающим тегом Head. Link, CSS, Style CSS и обнуляющие стили Reset CSS. Стили подключены. Теперь нам остается подключить JavaScript. Перед закрывающим тегом body мы добавляем скрипт и указываем путь. С помощью атрибута src, папка JS, файл script.js. Отлично. Структура готова. Давайте немного увеличу код, чтобы вам было удобнее. И теперь давайте проверим, все ли у нас работает правильно. Например, в стилях мы зададим фон для body, background color green. Далее перейдем в наш live сервер. Данный функционал у меня появился после того, как я установил плагин. Он так и называется live сервер. Если у вас его еще нет, настоятельно рекомендую его установить. Очень удобно. Все изменения мы можем увидеть в режиме Live. Нажимаем на Go Live и видим зеленый фон. Значит мы все сделали правильно и стили подключены. Ну, в принципе, можно то же самое сделать Reset CSS, но
Я думаю, нет в этом особого смысла. Мы все подключили верно. И теперь перейдем к макету. Так, при знакомстве с макетом мы сразу должны понять, какие шрифты используются, есть ли повторяющиеся блоки, какая ширина ограничивающего контейнера и какие цвета основные. Плюс еще размер шрифта. Давайте начнем по порядку. И начнем мы с ограничивающего контейнера. У меня, видите, показаны вот такие линейки сверху и сбоку. Их я поставил с помощью View и Rulers. Видите, галочку убрал, и они исчезли. Теперь я зажимаю на левую линейку и вытаскиваю нашу линию. Ее я довожу до конца контента. Примерно вот здесь, с левой стороны, и то же самое с правой. Чуть-чуть, может быть, макет у нас не ровный, но в целом ширина у нас будет вот такая. Это мы, если что, подправим. Так. И давайте произведем замер с помощью клавиши R. Я обычно это делаю. Если вы знаете другой способ, то пишите в комментариях. Я так для себя ничего не открыл другого. 1230. Мы сразу можем это написать в наших стилях. Для всех классов, в которых есть элемент контейнер, мы зададим максимальную ширину 1230 пикселей. И сразу расположим по центру с помощью Margin и добавим отступы безопасности по бокам по 15 пикселей. Отлично. Идем дальше. Ограничивающий контейнер у нас уже есть. Теперь мы можем посмотреть, какой шрифт используется в данном макете. Для этого также воспользуемся плагином. Он у меня уже установлен. Называется фонд Festia. И мы сразу видим, что используется один шрифт Montserrat. Чаще всего Bold. Также Regular, Semi-Bold и один раз Medium. Хорошо. Теперь мы можем подключить, перейдя на сайт Google Fonts. Ссылку я оставлю в описании. Найдем Montserrat. Нажмем на Get Font. Далее Get Empt код. И будем подключать с помощью Import в стилях. Можем сразу скопировать и вставить в самый верх наших стилей. Убираем курсив. Здесь мы будем прописывать Regular. Я точно помню был. Давайте посмотрим, какие еще. Bold, Semi-Bold и Medium. Так, чтобы точно не запутаться, я перешел на Developer Mozilla и ввел фонд Weight.
Здесь мы как раз найдем значение наших свойств. Итак, bold 700 значение. Добавим 700. Medium 500. И нам остается semi-bold. Посмотреть 600. Точка запятой. Здесь нам она не нужна. Все, теперь мы подключили наш шрифт. И, конечно же, не забудем записать его в body. Font Family. Montserrat. Шрифт по умолчанию у нас будет bold. Font weight 700. Так, продолжаем знакомство. Шрифт есть, ограничивающий контейнер мы также записали. И теперь давайте еще посмотрим размер шрифта, который у нас идет больше всего и чаще всего встречается. Для этого также воспользуемся плагином. Называется Inspect Styles. Это основной плагин. Я им очень часто пользуюсь. Вместо режима Dev Mode в Figma я использую именно этот плагин. Он бесплатный. И в нем можно найти все стили. Давайте пройдемся по тексту и посмотрим, какой размер шрифта чаще всего используется. Видим 20 пикселей, 20, 18, 20 и 16 даже есть. Угу. Меню 14. Здесь 16. Не просто на самом деле выбрать основной, но я все-таки постараюсь, и давайте остановимся на 18 пикселях. Так как вот именно в этом блоке мы видим заголовок и текст. И чаще всего, опять-таки, как мне кажется, будет использоваться этот шрифт. 18 пикселей. Запишем его в body font size 18 пикселей. Теперь посмотрим основные цвета. Так, кнопка. Кнопка. У всех кнопок одинаковый фон. Это хорошо. Цвет. Font color. Мы видим, переменная создана. И везде практически для текста используется этот цвет. Font color. Для заголовков также он, но другая жирность. И для меню также font color. Что ж, давайте посмотрим эту переменную font color и скопируем к себе. Также еще можем проверить фон. Мы видим, что он не совсем белый. Фон нашего сайта. Скопируем и добавим в body. И теперь нам остается лишь посмотреть повторяющиеся блоки и их размеры. 32, 32 и здесь, соответственно, также они все будут повторяться. Отлично.
Давайте создадим целый блок. Пока что в индекс HTML. Назовем его pop header. В этом блоке у нас будет заголовок h2, title и, соответственно, текст. Так, можем все выделить. И скопировать в наши стили. Видим, как это быстро и удобно у меня получилось. Для этого я использую плагин. Сейчас вам скажу его название. ECSS Tractor. Очень удобно. Буквально одним нажатием мы переносим все стили из HTML. Всем рекомендую его установить. И теперь нам остается лишь задать значение свойств. Для заголовка 32 и font weight 700. Но болт у нас задан по умолчанию, поэтому указываем только размер шрифта. Для текста 20. Пикселей. И все, в принципе, нам этого достаточно. Мы, можно сказать, одним махом сейчас стилизовали сразу несколько блоков, элементов, вернее элементов блоков. Что ж, давайте приступим к верстке. Нам также еще не хватает обнуляющих стилей. Давайте их добавим в Reset CSS. Так, добавим обнуляющие стили. Их я заранее подготовил, чтобы не тратить время. Все файлы я оставлю на моем Boosty канале в открытом доступе, для того, чтобы вы смогли себе скачать и начать вот именно с этого момента, чтобы также не тратить лишнее время. Но обязательно рекомендую посмотреть и проанализировать все, что здесь написано. Это очень будет для вас полезно. Так, давайте посмотрим на нашу шапку. Она у нас максимально простая и состоит из двух блоков: логотип и меню. Видим, что между ними расстояние видим, что меню прижато к правому боку, но добавлен небольшой отступ справа. Это мы также будем учитывать. И теперь нам остается лишь перенести это в код. Посмотрим на наш логотип. Он также написан шрифтом. Это очень удобно. Давайте попробуем его перенести. В индекс HTML я могу закомментировать это. Это нам пригодится в будущем. Добавлю header с классом header. В нем я создам контейнер, в котором, как мы уже с вами договорились, у нас будет расположен логотип, лого. Я сделаю его ссылкой, так как страниц у нас будет немало.
все-таки интернет-магазин и скопирую название. Так. И правая часть наше меню. Меню. Перейдем в отдельный блок. В нем создадим body, в котором укажем список. И добавим ссылки. Можем сделать на пол экрана, чтобы нам было удобнее переносить. Чуть-чуть подправим. Так, так, так. Вот. Home. Services. Doctors. Займемся нашей любимой работой. Ctrl-C, Ctrl-V. И галерея. Вот и все. В HTML мы подготовили структуру. И теперь перенесем это все в стиле. Для этого с помощью комбинации клавиш, которую я задал для себя сам, Ctrl-Alt-V, вы можете указать любую другую. Я переношу все в стиле. Для шапки сразу задам Position Fixed. Она у нас будет фиксирована. И при скролле двигаться вместе с нами. Ширина 100%. Сразу зададим Z-индекс большой. Для того, чтобы она была повыше всех блоков. Далее, для контейнера укажем минимальную высоту 122 пикселя. Видим, да, откуда я беру 1440 на 122. 122 пикселя. Делаем флекс контейнером. Выровняем по центру вертикали и зададим отступ с помощью Space Between. Также укажем отступ так называемой безопасности, то есть при адаптиве, когда наши элементы будут максимально близко, они не будут прилипать друг к другу, а учитывать отступ 25 пикселей. Давайте посмотрим, что у нас получается уже. Уже, в принципе, неплохо. Уже что-то есть. И теперь мы также для меню лист указываем flex контейнер. Зададим отступ и посмотрим. Видим, что они все разные. Это не совсем удобно для нас. Давайте приведем их к какому-то одному значению. Пусть это будет 67. Column gap 67 пикселей. Также не забываем указывать flex wrap wrap, так как пунктов меню может быть больше. И row gap 20 пикселей. Так, смотрим. Видим, что уже что-то максимально похожее. Посмотрим на лого.
34 и цвет Primary Color. Этот цвет мы, кстати, тоже можем указать. Немного пропустили мы при знакомстве, но ничего страшного. Скопируем его и добавим повыше. Создадим root и укажем название переменной Primary Color. И теперь мы можем воспользоваться ей для лого. Но не забываем var. Так. Размер шрифта мы также не забываем указать. 34 пикселя. Фонд size чуть-чуть не то. Color. Проверяем, смотрим, все отлично. Теперь наши ссылки. Меню link. 14 пикселей и 600. Также не забываем про отступ сбоку правого именно края. Сейчас у нас его нет, но по макету он есть. 30 пикселей. Не проблема. Margin right 30 пикселей. Отлично. Видим, что теперь все совпадает. Также можем добавить hover эффект. Я думаю, достаточно будет полосы под ссылкой. New link сделаем display inline block. Создадим псевдоэлемент. Точнее, псевдоэлемент у нас уже есть, но мы будем его стилизовать. Position Absolute. Снизу 0, слева 0. Начальная ширина 0. Height 1 пиксель. Цвет Primary Color. Так. И при хавере на link наш псевдоэлемент будет на всю ширину. Посмотрим, все ли так. Ага. Что-то все-таки не так. Проверим. 0 пикселей. Угу. Лишний пробел добавил. Ничего страшного. Все это поправимо. И добавим плавности. Транзишена. Transition для ширины. Отлично. Видим, что
наши ссылки реагируют на пользователя. Итак, ПК-версия, я считаю, что у нас готова. Единственное, про что мы еще забыли, это бургер. На мобильной версии он нам пригодится. Поэтому давайте его добавим. Конец хедера перед закрывающим хедер контейнер, потому что он у нас будет в контейнере. Добавим button. Type button с классом header burger. И внутри span. Так. Можем сразу добавить ему стилей. А вернее, лучше всего его сразу убрать. Медиа. Макс вид. Min вид. Допустим, выше планшетной версии мы убираем наш бургер. Он нам не нужен. Вот. И теперь давайте смотреть на адаптив. Так. Видим, что до планшета очень даже неплохо все. Тут у нас появляется бургер, который мы еще не стилизовали. И в принципе мы можем даже попробовать дотянуть до 768. Давайте попробуем. Так. Уменьшим отступы на планшетной версии. Поменяем Max. И поменяем отступы для меню лист. Здесь у нас 67, мы укажем 30. Так. Можем даже побольше сделать. И убрать. Я считаю, все-таки этот отступ справа нам не нужен. Мы его добавим только выше мобильной версии. Угу. Угу. Даже выше планшета. Так. Отлично. И как раз мы доходим до мобильной версии. Не забываем, что шапка должна отличаться по фону. Я сейчас про это вспомнил. Белый фон. И уже на 768 мы переходим в меню бургер. Мне кажется, это отличное решение. Так. Семьсот шестьдесят семь 98. Наше меню Body. Становится в Position Fixed.
Так, топ 0, left 0, overflow auto для скролла, если наших элементов будет много. Добавим отступ сверху, допустим 100 сверху, по бокам по 15, снизу 30. Так. Можем задать фон. В принципе, можем указать тот же белый. Для меню лист расположить колонку. Так. По центру. По центру так сделать не получится. Сейчас посмотрим. Ага. Ага. Все потому, что мы не задали ширину меню body 100%. Вот. И height 100%, соответственно. Z-индекс также укажем большой. Для лога Z-индекс 25 будет. Мы должны видеть лого. И теперь наши ссылки. Нужно сделать их покрупнее, чтобы пользователю было удобнее. Сейчас у нас 14 пикселей, но мы можем поменять на 25 пикселей. Вот. Вот это уже намного лучше. И row gap отступ 20 пикселей между ссылками. Также укажем 30 пикселей. Угу. Так, далее перейдем к отрисовке бургера. Header лого, header меню. В принципе, нам оно не нужно. Как и меню item. Все ненужное можем поудалять. Также я заранее подготовил стили. Вариантов бургеров огромное количество. Все вы можете найти в свободном доступе. Этот код также с кодом бургера я оставлю на бусте. Z-индекс зададим большой, чтобы его увидеть. 25. Так. Хорошо. Теперь добавим функционал, чтобы у нас он открывался и закрывался. Для этого перейдем в script.js и добавим довольно-таки простой код для меню бургер. Объявим наши переменные бургер. Header бургер. И переменную для body. Теперь будем отслеживать клик по нашему бургеру. Клик. И выполнять функцию. Для бургера будем убирать либо добавлять класс active, а для body будем убирать либо добавлять класс меню open. Так. Теперь
у нас должен срабатывать бургер, меняться на крестик, так как мы в стилях указывали код для класса Active. Проверим. Видим, что отрисовка идет. И видим, что body меню Open класс появляется и убирается. И по этому классу мы будем, соответственно, показывать, либо убирать наше меню. Так, давайте посмотрим, куда можно наш код этот добавить. Меню. Можем вот здесь. Body, меню Open, меню. И теперь мы будем что-то добавлять. Для начала давайте его скроем. Это все у нас будет происходить именно на вот этом разрешении. И не меню, а меню body, да. Чуть-чуть я ошибся. Но это не сильно страшно. Вначале давайте мы с помощью transform скроем наше меню. И когда body получит класс меню open, мы, соответственно, его покажем. Раз, два. Раз, два. Плавность нам поможет еще в этом. Для transform. Оп. Видим, что сверху появилось меню. Можем сделать сбоку. В принципе, тут на вкус, можно сказать, каждого. Давайте сделаем сбоку. Появление. Так. Вот так вот. Хорошо. Теперь посмотрим, как будет выглядеть на мобильном. Тоже все неплохо, за исключением размера нашей шапки по высоте. Сейчас мы это подредактируем тоже. Мгм. Так, на планшете header контейнер наш. Где же он? Вот он. На планшете. 122 мы можем поменять на 80 спокойно. Вот. Уже уменьшили размер. А на мобильной версии, на нашем телефоне, 479,98. Наш header контейнер будет 70 пикселей. Вот. Хорошо. Отлично. И размер нашего логотипа. Давайте еще поправим. Особенно для телефона. Вместо 34 пикселей. Header лого. 20 попробуем. 20. Да, так, я думаю, будет получше. Еще давайте с бургером посмотрим. Что-то он мне не нравится в плане того, что не по центру расположен. Так. Так.
Мгм. Это нам не поможет в нашем случае. И нужно выравнивать с помощью топ. Вот, топ 9. Угу. Топ 9. Можем даже еще чуть-чуть приподнять. Топ 8. Вот, видим, что на одной линии теперь находится логотип и кнопка. Найдем это в коде. Видим, что строка 73. Найдем ее. 73. Да, почти. Почти все так. Но на самом деле 75. Топ 8. Так, отлично. И все, по сути, теперь у нас меню готово. Мы очень быстро смогли его привести к нужному разрешению, адаптировать к телефону. И теперь пользователю будет максимально удобно, особенно когда он где-то будет в дороге, в спешке, быстро переходить по нужной ссылке. Можем, в принципе, немного поуменьшить наш пыл, так сказать, на телефоне. И чуть-чуть меню link сделать хотя бы 22 пикселя. Вот так будет, я думаю, получше. Хорошо. Давайте смотреть дальше. Шапка — это уже полдела, можно сказать. И мы видим блок главного экрана. Давайте его изучим. Вот он. Мы видим фон на всю ширину экрана. Мы видим блок. В блоке есть подзаголовок, заголовок главный. Как я понимаю, это H1, главный заголовок сайта, текст и кнопка. В нашем случае это ссылка, скорее всего, так как мы будем переходить куда-либо по сайту. Ниже у нас предоставлен блок, в котором есть 3 подблока, так скажем, небольших блока. Каждый из которых состоит из изображения правой части, правая часть, и уже правая часть состоит из заголовка своего текста. Мы идем от большего к меньшему. Так удобнее. И так мы будем понимать хотя бы, как нам подходить к коду и что туда добавлять. Так, проанализировали. Теперь попробуем все это перенести в код. Создадим main, чтобы сделать нашу верстку семантически правильной. И добавим также еще footer классом footer. Он нам пригодится в дальнейшем. И теперь main. Я решаю все-таки этот блок сделать отдельно от этого, так как
Видим, что фон на весь экран, и будет проблематично добавить все это в один блок. Давайте попробуем. Section Hero. Добавим контейнер ограничивающий. В нем расположим body. В body расположим подзаголовок. Пусть это будет H2. H1. Текст. И ссылка. Перенесем. Текст перенесем и название нашей ссылки. Мне кажется, это также повторяющийся элемент, и мы его вынесем еще отдельно. Ну, только дважды повторяется. Ну, в принципе, все равно это нам сэкономит время. Так, отлично. И теперь перенесем картинку. В папку AMG. Можем подписать Background Hero. Скопируем стили. Немного можем разделить. В принципе, да, вот можем вот так сделать. Блок Hero. Вставляем. Для Hero сразу зададим фон. URL. Папка AMG. Название BG Hero. Так, видим, что у нас показалась уже картинка. Это значит, что мы все делаем правильно. И путь указан верно. По центру. No repeat. Хорошо. Добавим отступ. 122 вот как раз на всю высоту нашей шапки. Margin в нашем случае. Внешний отступ 122 пикселя. Так. Так, пока что нашего фона мы не видим. Это потому, что все-таки путь мы указали неверно. Мы указываем путь относительно стилей. И нам нужно вернуться назад и перейти в папку AMG. Все, теперь все верно. Укажем минимальную высоту нашего блока. 749 пикселей. Именно минимальную высоту, так как контента может быть всегда больше. Не забываем про это. Угу. Здесь мы подправим. Но главное, что на ПК-версии все отлично.
Теперь перейдем к стилизации нашего боди, вот этого блока. Десять пикселей. Он. Паддинг. Посмотрим. 37. 37 сверху. 45 справа. Снизу 41. И 39 пикселей слева. Хорошо. Для подзаголовка 600. Размер шрифта 16 пикселей. В это spacing можем перенести. И отступ вниз 20 пикселей. Для основного заголовка 52 пикселя. Line height 125 пикселей. И цвет, мы уже его задавали, переменную. Primary color. Отступ вниз 20 пикселей также. Для текста 500 жирность. Размер шрифта 18. У нас она указана по умолчанию, если не ошибаюсь. Да, все верно. Line height здесь очень большой. Ну, давайте его добавим. Добавим также отступ вниз 30 пикселей. И теперь мы можем посмотреть, что у нас получается. Получается неплохо все. Ограничим по ширине 643 пикселя. Max Width 643 пикселя. Так. И сделаем контейнер Flex контейнером. С помощью Justify Content Flex End, по идее, мы должны разместить наш блок в конце по горизонтали. Да, все так, но не по центру вертикали. Это из-за того, что наш контейнер не на всю высоту родителя. Пробуем это подправить с помощью height 100%. Угу. Так. Но мы можем также указать для контейнера min height. И видим, что ровно по центру вертикали наш блок разместился. Хорошо. Так, теперь к ссылкам. 16, паддинги 25, 72, 24, 57, 228, 229. Фу-фу-фу. Ну что ж, давайте все равно добавим стили. Назовем наш блок link. Background color. Primary color. Паддинг 25,72. Здесь 24,57. Можем сделать паддинг 25 пикселей, 54 пикселя. Ширина 229 пикселей, border radius. Укажем такой.
И вот это можем полностью все скопировать. И добавить класс link для нашей ссылки. Угу, уже неплохо. 192 на 69. Так, все ничего, но мы забыли указать для link display inline block, так как это строчный элемент, и мы его должны сделать блочным. Так, хорошо. 229 пикселей. Мне кажется, максимально похоже с макетом выглядит все. Добавим hover, кстати говоря, для link, при наведении. Будем немного менять фон на более темный. Я думаю, этого достаточно. Так. Угу. Перемудрил немного. Сейчас мы поменяем. Вот так. Вот. Я думаю, отлично. Теперь посмотрим, как ведет наш себя блог на адаптиве. Угу. Видим, картинка немного уменьшилась. Но сама высота блока осталась прежней. До планшета у нас все неплохо. Можно сказать, даже до мобильной версии. В целом все неплохо. Единственное, можно разместить по центру наш блок уже на планшете. Hero контейнер. Justify Content Center. Вот. Так будет получше. Видим, что он плавно сужается. Также можем уменьшить его по высоте. 749. Ну, нам достаточно будет 590, наверное. Угу. Так, в целом неплохо. Но фон практически не видим. Я не знаю, честно говоря, как с этим быть. Но я думаю, на мобильной версии фон не так уж важен будет, как часть текста. Поэтому давайте сейчас займемся другим. Будем уменьшать наш шрифт на мобильной версии на 767. Hero Title очень большой. Давайте уменьшим. До 40 попробуем. Угу. До 40 неплохо. Текст. Текст, в принципе нормально. И до мобильной версии мы можем тянуть. Также уменьшим все-таки высоту.
в двух местах. Hero. Контейнер и Hero. Мгм. На мобильной версии уменьшим заголовок до 30-35. Можем еще немного, до 33 даже. Ну, в принципе, все выглядит неплохо. Ссылку разместим на всю ширину Hero Title, вернее Hero Link. Так, и в целом все очень даже неплохо, за исключением отступов сверху. Уже на планшетной версии мы уменьшаем наш отступ Margin Top 122 до 80, так как контейнер шапки у нас 80 пикселей. Соответственно, Hero Margin Top 80 пикселей. Так, и на телефоне, если я не ошибаюсь, он у нас 70 пикселей. 70. Супер. Я думаю, в целом блок максимально простой получился и максимально адаптивный. Теперь ниже него расположен блок. Как мы его назовем? Вот это самый главный вопрос. Тут что-то нам рассказывается про доставку быструю, поддержку и так далее. Возможно, это блок преимуществ. Назовем его Advantages. Section plus Advantages. У него будет свой контейнер, соответственно, ограничивающий. В нем давайте добавим еще один блок, body, оболочку, в который разместим наши айтемы. Advantages item. И перейдем в отдельный блок. В нем, как мы уже с вами ранее говорили, у нас будет картинка, icon с левой стороны, с правой стороны контент, в контенте заголовок, пусть будет H4, и какой-то текст. Так, структура готова. Давайте перенесем наши иконочки. Так, SVG, вектор. Добавим папку icons. У нас не будет дальше иконок. Нет, в принципе нет. Можем добавить их в эту папку.
0,1. Ноль два. Ага, здесь у нас не вектор. Здесь у нас PNG-шка в печальном качестве. Ну, ничего не поделаешь. Давайте добавим 0,3 PNG. Запомнили. Заголовок перенесем. Текст перенесем. Картинку. AMG. Icons 0.1. И Alt. Не забываем также добавлять icon. Второй блок 0.2. Поддержка. Текст такой же. И третий блок. Третий блок у нас PNG. И текст немного другой в заголовке. Так, смотрим. Отлично. Теперь переносим все в Style CSS. Блок Add Advantages. Так. У него есть свой фон. Я заметил. И разместим, соответственно, в 3 колонки. Можем воспользоваться Display Grid. Сделаем grid контейнером и разместим в 3 одинаковые колонки. С помощью repeat 3 колонки и 1 FR. Так, расстояние между ними 124 пикселя. Ну, я бы не сказал, что они одинаковые. Давайте попробуем все-таки аутом по своей ширине. Расстояние между ними 25 пикселей. Space between. Так, смотрим. Отлично. И в самом блоке item сделаем flex контейнером. Расстояние от иконки до контента 27 пикселей. Здесь также 27. Угу. Иконка, размер иконок. Это тоже очень важно. Мне кажется, тут будет разный. 84 на 50. 59, да. 55. Нужно привести к какому-то одному знаменателю. Ширина 84. Давайте добавим flex. Попробуем 65 пикселей для изображения внутри иконки. На всю высоту, на всю ширину. Reject fit. Contain. Так. Так. Видим, что просятся отступы внутренние. По макету они также есть. 49, 46, 49.
Угу. Паддинг 46 пикселей и снизу 49 пикселей. Так. Угу. Для заголовка font weight 600, размер шрифта 24. Перенесем. Для текста 16 и 400. Отступ 6 пикселей между ними. Так, неплохо, неплохо. Единственное, по ширине у нас вопросы. 312, 336. Так, как же нам поступить все-таки? Я предлагаю все-таки добавить эти блоки одинаковые, одного размера. Вот. 383. Так. В макете этот блок прижат к краю. Можно это также сделать. Достаточно легко. Угу. Угу. Все-таки проще всего будет сделать флекс контейнером и прописать ширину каждого блока отдельно. Для первого элемента ширину укажем 338 пикселей. Для второго элемента 314. И для третьего элемента 320. И сейчас у нас все должно быть четко, как в макете. Так, единственное, 338, 314 и 320. Так, ну почему-то у нас... Ага. Это из-за нашей картинки 65 пикселей. Поэтому давайте немного его расширим. 317. Вот. Вот, все отлично. Видим, что наша шапка двигается вместе со скроллом. Мы задали Position Fixed. И смотрим адаптив наших картиночек. Наших блоков с иконками. Так. До планшета в целом все неплохо. Но уже нужно перестраиваться. Угу. И перестраиваться мы будем как раз уже на планшете. Сделаем колонку.
Advantages body. Так, попробуем указать Flex Direction Column. Сейчас у нас будут огроменные отступы. Это из-за того, что мы задали каждому блоку Flex. Это также все поправимо. Просто перенесем медиазапрос выше планшетной версии. Так, но в принципе неплохо. Но видим, что слишком много пространства у нас свободного. Вот так, мне кажется, было бы получше. И row gap 25 пикселей. Вот. Угу. И до какого-то момента мы идем, и потом опять переносим. И уже теперь в одну колонку. На мобильной версии можем сделать по центру. Можем не делать по центру. Тут на вкус. Вот. И в целом все очень даже неплохо при адаптиве получается. Добавим побольше отступа. 30 пикселей. Вот. Я думаю, так достаточно будет. И все, мы адаптировали наш блок полностью под все разрешения. Итак, мы с вами завершили первую часть верстки нашего сайта. Если этот выпуск был для вас полезен, ставьте лайки. Если что-то было непонятно, также оставляйте комментарии. И увидимся в следующих видео. До новых встреч!